Всем привет, ребяточки! Привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И по надписям сзади нас вы понимаете, что мы продолжаем выпуски из Китая. Это новый выпуск «Остров Хайнань». Погнали! Смотрите, какие они рукавички, специальные такие накидочки одевают себе на руки, чтобы руки не сгорали. Как прихватки какие-то. У нас на нуле бензин, поэтому мы сейчас едем заправляться. Покажем вам стоимость бензина. Сейчас мы выезжаем из бухты, которая называется Дадунхай, и поедем в Санья-Бэй. Ну, самый главный курорт, типа там, как считается, как столица острова. Но там она не настолько популярна среди наших русских туристов. Туда просто можно съездить, погулять, там, покушать. В основном, конечно, русская тусовка, это вот в этой бухте Дадунхай. А еще очень удобно, что справа есть специальная отведенная полоса для скутеров, для бензиновых байков и для велосипедистов. А еще, смотрите, есть такая вот полоса, сворачиваем вместе с вами, оба-на. Это тоже специальная полоса для скутеров, то есть тут можно спокойно ходить пешком, это как зона пешеходная для скутеров. Очень удобно, что здесь не ездят машины, то есть все машины слева. То есть здесь сами выбираете, просто вот на этой стороне здесь скорость меньше, все медленно едут, отдыхают, а там уже слева более скоростные ребята. То есть если вы более скоростной чувак, то вы делаете вот так вот, и уже можно ехать побыстрее. Такой опасный чувак. Куда ты? Вы это видели? Запикать все. Поэтому здесь больше 40 никогда не ездите. Мы тут с ребятами пообщались, которые тоже эти скутеры сдают, что очень бывают случаи, когда просто русские туристы едут адекватно, у них есть права, но тупо откуда-то вылетает китаец, потому что им абсолютно все равно, у них какое-то хаотичное движение, они хоть и медленно едут, но они делают какие-то неадекватные движения, из-за которых вы можете пострадать, понимаете? Так что больше 40 никогда не ездите, ездите медленно, аккуратненько. Ну и получается, вот мы въехали в Санью, курорт Санья, как бы вот этот центральный, самый главный город. Вообще Санья это разные бухты, как мы вам рассказывали, но вот сама Санья это вот эта часть. Здесь так, знаете, шумный типа город. Хотели бы пожить в таком отеле хотя бы один денечек. Смотрите, как круто. Какие балкончики сделаны вообще. Приехали мы на заправку, в общем, друзья, смотрите, бенз стоит 8 юаней и 10 копеек. Сейчас нам заправит вот такая девушка. Посмотрим, как у нас получится. Бак вообще пустой почти полностью. Заправили мы полный бак на 40 юаней. Еще есть вот такой вот способ передвижения. Тоже скутер, но сзади такие два колеса. Очень удобно ехать вдвоем. Да, я буду бабушкой. Я хочу, чтобы меня тоже так возили. Вот мы и на новой локации Санья-Бэй. Позади меня длиннющая набережная, которая идет вдоль всей этой бухты. И вот сама бухта, сам пляж. И здесь, как видите, тоже очень много людей. Очень чистый песочек. Абсолютно вот точно такой же пляж, как и в Дадунхай. Но здесь, на самом деле, народу поменьше, как видите, да? И здесь туристов я вообще не наблюдаю. То есть чисто одни китайцы купаются, здесь китайцы, там китайцы. Но место прикольное. Действительно очень напоминает курорт Ничан во Вьетнаме. Вот такая же атмосфера, то есть высотные здания, шумящий город прямо здесь. Отходишь 100 метров, ты находишься на пляже. Вот такая же атмосфера. Для купания есть места получше, поэтому купаться мы здесь не будем. Но у вас, если есть желание, давайте я вам просто покажу воду. Во-первых, вода очень теплая. Не такая чистая, как на тех пляжах, которые мы вам до этого показывали. Но, в принципе, купаться можно. Волн нету, то есть можно спокойно купаться с детьми. Вот там всего лишь будет по пояс. Идеальное место для семейного отдыха. И как многие написали, типа, китайцы очень мешают, типа, отдыху. Все пляжи ими завалены. Да они заняты своими делами. Вот я стою на камеру с вами болтаю. Всем на меня абсолютно все равно. Даже никто не смотрит в мою сторону. То есть купайтесь, занимайтесь своими делами. Вы никого не трогаете, вас никто не трогает. Все здесь нормально. И не слушайте негативные отзывы. Все зависит от вашего настроения. С каким настроением вы приезжаете в страну, такой у вас отпуск и получится. А на набережной здесь вот такая вот атмосфера. Туристов очень мало. Местные играют в какую-то китайскую игру. Кстати, не знаю, как называется. Можете в комментариях написать. Такие, смотрите, круглые у них фишки, на них китайские иероглифы. А здесь другой кружок, здесь бабушки китайские, они играют в карты. Вот они так сидят в кружке, в дурачка наяривают. Хорошо. Очень хорошо. В общем, здесь какой-то, знаете, пенсионерский кружок, где действительно пожилые ребята такие сидят, пожилые ребята. У всех улыбка на лице, все счастливы. Здесь тоже, смотрите, в карты играют, сидят. Все в карты играют? Ну.
Игральная набережная. Как видели, очень многие знают русские слова, и я тоже читала в интернете, что где-то население, которое 40-50 плюс, они действительно знают русский многие, а многие знают некоторые слова, и вот просто даже, да, это молодежь уже не знает, да? Да, молодежь. Хотя нет, там, где мы живем, и на пляже Додунхая очень много молодежи, которая работает в кафе, они знают русский достаточно хорошо. Причем они так все разговаривают, они как на китайском говорят, только русские слова. Ой, вообще половина слов непонятно, что То есть они 10 говорят. слов, предложение длинное, ты из них понимаешь 2 слова и в принципе понимаешь смысл того, что он сказал. понятно. Смотрите, так все увлеченно смотрят, наблюдают за игрой. Блин, даже не знаю, что за игра. Какие-то шашки китайские. Вот еще одна приколюха, то есть нужно на палочках удержать другие палочки с мягкими наконечниками. Это нужно быть профессионалом. Я так точно не смогу сделать. И не удивлюсь, если по этой штуке есть какие-то международные соревнования китайские. А здесь бабушки китайские играют на вот китайском инструменте. У нее там в смысле ноты есть, вот она играет. В общем, здесь очень много кружков, очумелые ручки. Кто-то играет. Здесь все бабушки играют вот на этих инструментах. У всех стоят ноты, исполняют какие-то мелодии. Это все очень забавно смотрится. А здесь у нас кружок танцев. То есть собираются тоже такие пожилые китайцы и танцуют. Вот так вот садятся. И все показывают мастер-классы танцев. Я надеюсь, что мы вам передали атмосферу этой бухты. Здесь действительно прикольно, стоит посмотреть, приехать хотя бы один разочек. Если вам надоел пляжный отдых, то приезжайте. Прикольный город, большой. Я думаю, здесь очень много кафешек и мест, где можно тоже вкусно покушать. В Санье очень удобно сделаны перекрестки, как для автомобилей, так и для байков. Смотрите, вот здесь специальный перекресток, только машины ездят, да? И это специальная дорога и перекрестки только для скутеров. То есть здесь скутер едет, видите, отдельная дорога для скутеров. Вот он уходит, видите, так далеко. Очень удобно вообще, красавчики. И едешь, чувствуешь себя в безопасности, в полной, что тебя никакая машина не собьет и не заденет даже. Да, но может выскочить в любой момент что угодно. Куда ты? А теперь давайте посмотрим, что творится на центральной улице в Санье. Называется эта улица вот так вот. Здесь даже есть подземные пешеходные переходы. Это прикольно. И, кстати говоря, вот уже Санья более-менее похожа на Китай. Потому что, когда ты гуляешь по Додунхаю, такое ощущение, что это какая-то русская деревня, замиксованная с китайскими надписями и русскими надписями. Мы спустились вниз, и это не пешеходный переход. Точнее, это пешеходный переход, но в нем огромное количество магазинов под землей. И здесь есть кондиционер. То есть такой, пока идешь на другую сторону улицы под землей, можно себе что-нибудь прикупить. Вы сейчас это видели? Мы когда сверху спускались, был просто подземный пешеходный переход. И он как будто бы маленький внизу. Ты спускаешься вниз. Вы видите это? Это просто... То есть прямо под нами сейчас идет трасса, и она... Вдоль всей трассы уходит коридор туда и уходит коридор вон туда. И все это магазины. Вот это я понимаю, подземный пешеходный переход. Зацените, это же анимешки. Кто любит аниме? Здесь можно, наверное, всех героев этих аниме тут найти. Вот это да, конечно. Я такого вообще не ожидал. Ты идешь, и тебе просто взрывают мозг. Ты спускаешься под землю, а здесь целый отдельный город. Уходим отсюда, выходим на другую сторону улицы. Вот выход как раз. Причем, смотрите, то есть вот выход наверх. Мы сейчас перейдем на другую улицу. Здесь находится магазин. А оказывается, смотрите, что я нашел. Можно еще ниже спуститься. Там, наверное, еще такая же территория, то есть здесь 3 яруса под землей. Я вот вам честно скажу, мне самому доставляет большое удовольствие снимать Китай. Это так круто. Это, наверное, можно сравнить только с Индией. То есть в Индии у меня камера вообще не выключалась. Здесь, в Китае, ее тоже не хочется выключать. Причем мы сейчас находимся в туристическом Китае. А представляете, что будет, когда мы доберемся в Шанхай? Там, наверное, мне вообще голову снесет от восторга. Чтобы вы понимали, да? Вы же видели внизу огромный просто подземный город. То есть мы зашли вон там, видите? Вышли вот здесь, и здесь проходит дорога. И то есть прямо вдоль этой дороги, причем прямо под дорогой внизу 3 яруса огромного подземного города. Я шокирован полностью. Инфраструктура на высшем уровне. Макдаки, рестораны, кафе, магазины. Китайские вот эти вот шикарные колоритные таблички, вывески. А здесь продаются вот такие вот разные камни. Камень один стоит 35 юаней. 350 стоит. Вы выбираете себе бусы, которые вам больше нравятся по цвету, и на них вешаете вот такой любой камень.
прикольно придумано. И почему-то они все лежат в воде. Я, кстати говоря, идеальный муж, вы в курсе? То есть я все время сам ее заставляю заходить в магазины и покупать себе одежду. Что идеальный муж, сейчас будет все писать в комментариях. Да, я идеальный муж. А здесь, смотрите, какой ажиотаж. Все что-то скупают, потому что все вещи по 39 юаней, вся вот эта гора. Вот такая кофточка, смотрите, Лиза мерит, стоит 79 юаней. Нравится? Да. Перед поездкой в Китай обязательно установите себе Maps.me. Вот особенно на Хайнане. Здесь все подписано на русском языке. Все остановки пронумерованы, какие автобусы откуда ходят. Очень удобно пользоваться. Ну, карту составляли русские, сразу видно. И кафешек там много, да, отмечено русских. Все отмечено, да. Все, что вы нам советуете, все отмечено. И магазины прямо возле дороги продают. Самый дешевый способ купить фрукты. А еще фрукты продаются вот так. Их нарезают, и они охлаждаются. И можно холодные поесть. Здесь, в городе Санья, друзья, есть очень классное место. Называется, если вы наберете в поиске на Maps.me Тошниловка, вам покажет эту метку. Вот так она называется на китайском. Но на Maps.me отмечено как Тошниловка. Пойдем. Запах там соответствующий. Запах там вообще. И это, типа, говорят, самый бюджетный рынок, где можно поесть. Но воняет, как будто здесь кто-то обоссался. Тут вообще все на китайском. И, например, здесь огромное количество шпажек и абсолютно все мясо и морепродукты на них нанизаны. Есть вот даже устрицы или ракушечки вот такие, гребешки. Вот порция риса, смотрите, с мясом разным, с креветками 20 стоит юаней. А когда уже вглубь рынка заходишь, совсем не Тошниловка. Цивильный рынок, он очень большой, посмотрите, то есть это все ряды, все здесь что-то готовится, везде все разное, это очень круто. Это прямо как Таиланд стайл, только на китайский лад. Вот еще один ряд, здесь можно объесться. Я просто обожаю такие колоритные места, где очень вкусно готовят, такая местная пища. Вот такие шпажки, ну это какой-то ядерный микс, все в очень остром соусе. 78 юаней платите, и вам готовят 4 краба, 3 креветки большие, скалистые лобстеры, всякие там ракушечки. И вот такие наборы. Есть, например, набор с лобстером, с креветками, с крабами. 118 юаней стоит. Ну, не дешево, я скажу вам. Но с виду это смотрится очень круто. Вот такое я вообще впервые вижу. Ни разу нигде таких наборов не было. 3 устрицы стоят 10 юаней за 3 устрицы. Давайте попробуем. Вот такая устрица, там мясо и сверху чеснок, что ли, да? Это очень вкусно. Прям сочное мясо устрицы. Это божественно. И стоит всего 100 рублей за 3 устрицы. Это очень дешево. А вот такой шашлычок из осьминога стоит 15. Для сравнения, на Елонг-Бэй мы такой ели за 25. Обалдеть. Сейчас я попробую. На осьминога. Это очень вкусно. Тут настолько крутые приправы, сочные. Следующее, что я взял себе, друзья, это еж. Смотрите, морской еж. В этом морском еже что-то налито внутрь. Сверху соевый соус. Вот такая штука желтая. Я не знаю, что это такое. Давайте пробовать. Стоит 20 юаней. Похоже на омлет, да. Походу, дело это и есть омлет. Просто омлет с соевым соусом. И сам ежик, он внутри он пустой. И чтобы его есть, нужно по стеночкам, по сусекам поскрябать вот так вот. И вы, соответственно, берете и омлет, и частичку ежика. Это вкусно. Я уже ем 3-го осьминога. Не могу никак остановиться. Ребята, обязательно приходите. Очень крутое место. Готовят изумительно. И помимо морепродуктов, здесь очень много разных десертов китайских. И вот такие штуки получаются. Видите? Крем и прослойки фруктов. Санья вообще очень красивый город. Вот смотрите, мосты подсвечивающиеся. Мы сейчас через мост едем в сторону набережной. Это жизнь. Санья ночью превращается в какой-то огромный ночной клуб под открытым небом. Здесь выходят все местные жители, все китайцы, туристы, и такого я еще не видел. Это, короче,
Full Moon Party по-китайски, только он проходит каждый день. Как мы поняли, здесь на набережной, вся набережная разделяется на очень много зон, и в каждой зоне своя музыка играет и свои танцы. Ну а те, кто не хотят танцевать, приходят просто посидеть и посмотреть на все это каждый день. Китайцы очень не любят солнечный свет, поэтому все выползают после заката солнца, реально как зомби. Просто на пляже, везде. Вообще столько народу. Это действительно Full Moon Party по-китайски, потому что весь пляж полностью, знаете, смотрите, то есть нет живого места. Ну и, конечно же, здание с подсветкой на острове Феникс потрясающе смотрится. Там то рыбки плавают, вообще супер выглядит. Вообще мы из Санье очень мало туристов видели. То есть все это танцуют местные жители. Это у них просто такой образ жизни. Это здесь каждый день происходит. Каждый день китайцы выходят, танцуют, веселятся, занимаются спортом. И поэтому они очень долго живут. А здесь проходит вечерняя зарядка. Посмотрите, сколько много народу. Для тех, кто уже не может, видимо, танцевать, но может как-то двигаться. И очень забавно смотрится, потому что вот там, вот смотрите, слева находится проезжая часть, дорога, которая проходит вдоль самой набережной. Я такого нигде еще не видел. Китайцы за здоровье. И не зря этот остров Хайнань называют китайской здравницей, потому что сюда все китайцы приезжают лечиться. Ну и не только китайцы, мы тоже лечимся. А здесь даже поют. Мне не представляет меня удивлять вообще. Это самая классная набережная, на которой мы были в плане развлечений. Здесь не скучно гулять, ты гуляешь и смотришь, как люди танцуют, поют, чем-то занимаются. И это пока что единственная набережная, на которой я видел столько много людей. Здесь живет очень много людей, и поэтому... Вы поняли. Мы вообще были очень удивлены, когда вышли на пляж сюда, в Санью, и весь пляж он полностью забит китайцами. И я понял, в чем дело. Они же не любят загорать, и чтобы покупаться в море, они все приходят на пляж, когда солнце ушло после заката. Здесь после заката гораздо больше людей, чем когда здесь день, солнце светит, да? Все приходят позагорать под луной. И как красиво подсвечиваются все здания, даже холмы подсвечиваются. Ну и на этом мы прощаемся, друзья, с этой шумной, крутой набережной. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, колокольчик нажимайте, если вы подписались, но забыли на него нажать, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментариев больше, ставьте лайков больше, потому что каждый лайк мы очень сильно ценим. И чем больше лайков, чем больше комментариев, тем у нас больше мотивации снимать для вас такие классные видосы. Все, всех целуем. Всем пока.